Всем привет! Вот наконец-то и весну дождались. А у нас она пришла аккурат по календарю. 27-го еще мороз был минус 10, 28-го снега подсыпало больше 5 сантиметров. Ну а с 1 марта начало теплеть и все таять. А сейчас вон и растаяло уже все. Снег может быть где-нибудь только по оврагам остался. А с завтрашнего дня температуру передают до плюс 13 аж до 8 марта. Ну, радоваться еще рано, еще может быть всего поедаем. Помнится мне когда-то, я еще тогда в школе работал, на 7 марта на утренник все в туфельках пришли и в легких курточках. А потом какой-то ураган налетел и за час-полтора снега более метра насыпало. Все стало, никакой транспорт не работал. Домой тогда, наверное, только к ночи добрался. А у меня с окончанием зимы практически и дрова закончились. Сколько тут осталось? Недели на 3. Ну а если баню протопить 2 раза, то и вообще на 2. А отопительный сезон еще месяца 2 как минимум будет. Когда там в городах отопление отключают? Где-то в середине апреля, и то, помнится, недели 2 еще дубак стоит. Да что там говорить, практически 2 года назад, когда сюда переехал, это на 9 мая было. Ночью заморозки были, так и уснуть не смог от холода. Печь-то я протопил был, а только вот она согреть не успела дом. Ну, оно-то и понятно, 15 лет никто не отапливал, так настыл. Ну, а теперь, чтобы тепло поддерживать, достаточно каждый день по разу топить. Хотя эти 2 недели, когда сильные морозы были, то по 2 раза топил. Утром русскую печь, вечером рубку. Ну и перезимовать здесь 2 зимы, могу с уверенностью сказать, чтобы в доме комфортную температуру поддерживать, да еще баню каждую неделю топить. На год дров нужно, это целая вот древотня. Это только со стороны она кажется такой маленькой, ну а так довольно-таки вместительно. Какие у них габариты? 1,20 м. Высоту с учетом всех перепадов посерединке средняя арифметическая 2,30, ну и в длину 4,5. Это получается 12,5 кубов. А самый оптимальный вариант, чтобы приобрести дрова, это заказать в Гуртопе. Я звонил им перед Новым годом, интересовался. Получается 4-метровые опалки нерезанные, 5 кубов, с доставкой ко мне 130 рублей. Получается, чтобы заполнить эту древотню, нужно где-то 320 рублей, 100 долларов. Ну и еще плюс затраты на то, чтобы порезать. Хотя только что у них заказать нельзя напрямую. Это нужно в сельский совет ехать, оставлять там заявку. И привезут где-то через месяц, как мне сказали. И скорее всего сырые, и придется ждать год-полтора, чтобы они высохли. Хотя могут и сухие, если где-нибудь в округе заброшенный дом разберут. И это у меня здесь недели на 3, если не мыться, то в лучшем случае придется недельку померзнуть. Но я-то не переживаю. Поскребу по сусекам и до лета дотяну.
Ну вот, еще на несколько недель дровишек нарубал. Теперь можно расслабиться. Хотя там в сарае такого добра навалом, еще не все перегородки разобрал. А еще и вообще ту часть сарая надо дрова резать. Еще прошлой зимой начинал, но все никак руки не находит. Поэтому особо не беспокоился перед зимой, что дров не хватит. В любой момент можно взять и нарубать сколько необходимо. Но все же, думаю, до зимы необходимо древотню заложить, чтобы не отвлекаться на это дело. Сейчас, пока март, работы не так много, можно этим заняться, пока посевная не началась, а то потом вообще не будет времени отвлекаться. Хотя, с другой стороны, часик-другой помахал топором, согрелся и все, можно сегодня уже и не топить печь. Такие дрова на зиму не сгодятся. Они хоть и сухие, но большинство из них трухлявых, и жару немного дают. И тяжело такими в холода стабильную температуру в доме поддерживать. Но сейчас еще плюсовая температура, так сойдут. А на зиму древотню нужно будет подумать еще, чем заложить. Хотя тут он попадается и твердых пород древесина. Не знаю, что это. Дуб или клен может быть. Скорее всего, заначка где-то для столярных работ. Ну, сейчас-то она уже никуда не сгодится. Утратила свою силу. Смотрите, вся червями поточена. Как швейцарский сыр. Ну, только что, может, есть на какие-нибудь декоративные изделия и смолой залить. Ходи греться у камина. Шаду. А температуру нужно стабильно в доме около 20 градусов держать. И постоянно. Нет, цветов много, рассада скоро обойдет. Да и работаю я сейчас с эпоксидной смолой, а для нее температура больше 18. Продолжаю возиться со своими новыми ульями, обклеиваю их стеклохолстом. Надеюсь, теперь птицы не смогут их проклевывать. Ну, в прошлых видео видели, я там взял литр эпоксидной смолы для экспериментов. Обклеил крыши изнутри фольгой. Уже все новые, а еще несколько старых, которые были в доме, свободные. Ну и сделал один корпус на пробу. Посмотреть, как оно будет. Ну, вроде бы так крепко получилось, довольно неплохо. Так вот, сейчас съездил в Минск, взял еще смолы на остальные. И вот понемногу занимаюсь аппликацией. Что-то эти дрова и гореть особо-то не хотят. Так, тлеют понемногу. И жару не сильно дают. Шаду обычно, когда хорошая топится печь, здесь любит посидеть на этом креслике. Греется, сидит, любуется огнем, медитирует, наверное. До нее аж дотронуться нельзя, такая горячая. А сейчас он убежала, не хочет. Вот какая сегодня погодка шикарная. Синоптики не ошиблись на этот раз. Тепло, солнечно, но только что минус ветрено. Во дворе он уже практически высохло, хотя здесь у меня быстро это происходит.
участок находится на горе, а там снизу гравий, так вода пропитывается как в губку. А я все же решил древотню начать заполнять к следующей зиме. А то, если такая теплая погода будет, то, глядишь, и посевная в этом году раньше начнется. Ну, только что для начала нужно определиться, чем. А выбор у меня на участке огромный. Аж глаза разбегаются, не знаю, за что браться. Есть куч много от яблонь, что обрезал в прошлом году, можно пилить. Кучу со старыми ульями, что разбирал. А в принципе и эти улья тоже можно уже разбирать. Они не годятся для изделия, уже такие ветхие, и ничего с ними особо-то и не делаешь. Ну а ветки из-под яблони уже за год хорошо и подсохли. Если мы дойдут, то будут хорошие теплоемкие дрова. Вот только что они довольно такие тонкие, и возни с ними будет многовато, чтобы порезать. Тут у меня от забани есть посерьезнее лакомый кусочек. Получше, чем те яблоковые спички. Бери и режь. Да вот только вопрос, можно ли брать ее. Фактически она тоже находится за границей моего участка. Она где-то вот здесь проходит. Да и такую громадину попробую еще распили. А вот верхушка будет потоньше, покрепче, да и к тому же упала на мой участок, вот как раз в здесь граница. Это все, по идее, могу забирать, но этот не точно. А хотя здесь лучше кто заметит, что я ее порежу. К тому же нужно же освобождать мне свой участок. Здесь вон достаточно много этих веток. Я думаю, на зиму дровишек хватит, если ее всю спорадковать. Да, упала она как-то удачно. На клен не зависла. Интересно, может, сок уже идет, надо посмотреть. А вот только что улей накрыло. Хорошо только что в нем никто не жил. А пчелы мои вон в том улье. О, вроде летает кто-то. Ну да, пчелки понемногу повылазили. Здесь в кустах им солнышко пригрело, так может тепло стало. Или может кто побеспокоил. Из дерева заметил, что у них такая вот дырка образовалась в крыше. То может быть из-за этого и вылезли. Надо было чем-то прикрыть. А потеплеет, пересадить их в новое улье. Пойти остальных глянуть. Вот такой походкой и пчелы облетываются. Здесь все. А здесь выпала еще одна семейка. Вот это крайняя. Я им хоть и подкладывал корма, но получается, что они не стали брать этот канди, что я покупал. Так что не знаю. Хотя он одна какая-то пчела ползает. Но посмотрел, в других ульях тоже они их не брали. Какой-то он некачественный. Хорошо, что у них своих кормов еще запасы есть. Дыровая крыша не так страшна, главное, чтобы не поехала. Сделал временное решение, пока пересаживаюсь в новое улье. Да и сократил количество выходов, а то сейчас заведу пилу, начну шуметь. Они повылетают, подумают, что это я в крыше дыр понаделал, и все, по работе будет. Смотри, вон там бабочка.
что здесь все переплелось вот так. И ива, и клен, и кусты эти. Так не знаешь, за что взяться. Думаю, кусками понарезаю, поскидываю здесь, а потом телегой перевезу туда поближе. И уже там буду до конца дорезать. А то у меня короткими-то и возить не в чем. Тачке надоест. А в моей телеге не нагрузишь особо. Хотя можно было бы сразу ее сюда привезти, да. Только эта работа, скорее всего, не на один день затянется. А тут мало ли, погода поменяется, еще дожди пойдут, так будет мокнуть, там у меня накрыто хоть стоит. Кстати, сок с клена пошел. Надо будет поесть какую баночку, пособирать. А Оля такой сладкий уже. Решил проверить, насколько хороший этот ствол. Можно ли его тоже на дрова, как говорится, вошел во вкус. Хотя так не делайте, потому что это нарушает все законы. Ну, мне-то можно, потому что я позаботился об этом заранее. Написал заявление, и мне дали разрешение на утилизацию этого дерева. Еще до того момента, когда оно стояло, пока его бурой свернуло. Так, думаю, еще у меня есть там возле огорода, если видели на заставке в начале, береза стоит, как раз наклонена в сторону огорода, и если упадет, то оградки накроет. А еще там теплицу, думаю, поставить, то может и ее заодно и на него написал заявление. Но там пока затянулось. Спорный вариант, непонятно, где она стоит, или на границе населенного пункта, или за границей его. Приедет комиссия. Ну, хотя мне тут пока и с этим работы хватает.